ведете Миди Мастер, смотрим, куда лет топ себе. Можно под мид нажать смог, убить, просто играл? Трон. В какой минуте подумал, что все, слили. Когда они пикнули Рубик. То есть на нулевой минуте. Да, ну а вообще если по игре, ну когда уже у нас Морф умер от мин, который Рубик своровал и поставил на своей базе на топе при заходе на ХГ, вот я тогда подумал, что уже будет очень тяжело. Потом Егор еще раз умер на миде, и вот игра 100 плюс минут, и мы каким-то чудом победили, даже не знаю как. Ты знаешь, что была за пауза в игре? 40-минутная. Пауза была, потому что лагал интернет у Тундры, вот, в основном, потому что у наших ребят вроде они писали, что ничего не лагает, все нормально было. Вот, и пауза была больше, чем 40 минут, по-моему, около часа даже. Эта игра гарантировала нам International. Ты уверен, да? Ну, как будто бы да. Если нет, то не вставим. Данек, как вы это сделали, блядь, я не знаю. Ну, пойдем. Пойдем. Как? Саня, есть? Блядь. Называли парня. Съебали пиздец, спасибо, что так долго, блядь. Нас все залагало просто к чертям на стриме. У нас просто слайд-шоу, и потом бац, трон упал. Бля, вот если бы мы убили здесь Дума, мы бы уже выиграли игру, вот сразу. Бля, и мы так заебали ждать, это пауза, это Голодные? И, бля, так, не, мы там вышли сели на балкон, начали есть. У нас ставится первая пауза, нам говорят, типа, минут 10 надо подождать. А потом через час. И мы с Даньком стоим, го покурим. Нам не разрешают, а потом они въебашивают на 20 минут и говорят, идите курите, Идите вы на... кушайте, что хотите делайте, что угодно. Позавчера мы праздновали проход на International. Очевидно, без энтузиазма. Мы просто сели в ресторане, обсуждали там планы на дальнейший плей-офф. И в целом я довольно поздно лег спать, потому что, ну, впервые за весь турнир можно себе было это позволить. Вчера я проснулся в 9:30 утра от вибрации на телефоне. Мне написал админ ТГ-канала Даня: «Лукаша, лучше не просыпайся». Реально лучше бы не просыпался. Мне звонит Лука и говорит: Глеб, нужно поговорить с админами. Я говорю, что случилось, и потом вижу вот этот момент, где Ваня альтапнулся буквально там, на 1 секунду. Я захожу в новости, все читаю, понимаю, что это и максимально тупо, и максимально абсурдно. Вообще не вдупляю, что происходит. Потом я увидел вот этот скриншот, что Ваня смотрит Twitch во время официальной игры. Я подумал сначала, что, блин, неужели он там это делал намеренно и многократно. Затем, перед тем, как прыгать с админами по дороге из одного отеля в другой, я уже изучил все, что произошло. Это был альтап по привычке на 1 секунду во время долгой паузы. Затем Ваня, как я понял, просто сразу же альтанулся назад, как бы. Может быть, он уже в моменте все понял. Мы с Глебом общаемся с админами. Мы уже там готовимся к чему-то максимально серьезному. Заходят админы в комнату и говорят, что: ребят, вы там нарушили правила, мы вынуждены вам дать наказание. Против Liquid на первой карте вы будете драфтить с левел 3 пенальти. Ну, в общем, устроилась коммуникация так, что я общался с главным админом и с турнирным организатором EO Sports, где нам было вынесено сначала предупреждение о том, что нам будет пенальти в первом карте против Liquid, на что я сказал: да, конечно, мы осознаем, что Ваня нарушил правила, мы уважаем регламент, уважаем ТО. Я ни разу за вчерашние 9 часов переговоров не говорил турнирным организаторам, что Ваня не нарушал правила, это было очевидно. Затем они сказали, что это final decision,
Я пошел дальше к себе в номер, работать, отдыхать. Мы такие, типа, переглядываемся с Глебом, делаем грустное лицо, ну, типа, но понимаем, что типа, это нормальное наказание и могло быть хуже. Затем мне Лука звонит снова, говорит, нужно снова поговорить. Но я понимаю, что если назовут еще раз, вряд ли это что-то хорошее. Затем нам говорят, что у нас поражение во всей серии. Я спрашиваю админов, ребят, давайте заанонсим одновременно с одинаковой риторикой то, за что мы получили наказание, какое это наказание. Я пишу это в WhatsApp в конфу, на что мне отвечают, расследование еще идет. Хотя в том разговоре сказали, что это типа финальное решение. Я начинаю слегка негодовать и говорю, что так как это был счет 1-0, а это была вторая карта, сделайте нам 1-1, сделайте map-loss, давайте сыграем best of 1. Тундра была готова, мы были готовы, мы ждали там 2,5 часа. Нам говорят, что все-таки нет. А сверху еще и накладывается то, что Ваня не может играть против Азурей, так как Азурей, насколько я понял, исходя из социальных сетей, так как админы не рассказывают каких-то деталей, что там был ультиматум по типу того, что или Азурей не играют, либо играют против нас без пьюра. Я удивляюсь, пишу, типа, почему вы говорите, что расследование еще идет, если вы уже нам дали финальное решение. Мне никто не отвечает на это сообщение. Проходит около там часа с чем-то. Нас админы зовут снова в ту же комнату. Заходят и говорят, мы отменяем наше финальное решение прошлое, и у нас теперь новое решение. Мы присуждаем вам техническое поражение в матче против Тундры, и вы будете играть с Азурей после этой серии. То есть вы нам говорите, что нам играть типа через час, через полтора. Они такие, да. Мы еще не закончили обсуждение, мы выходим из комнаты, и мне уже все пишут о том, что типа, почему вы нам не говорите решение, если оно есть. Ну, то есть в социальных сетях это решение было намного раньше даже, чем нам его сказали. Я вообще сижу в шоке, не понимаю, что происходит, вообще, почему степень наказания настолько жесткая. Мы согласились на наказание за то, что он сделал альтап. Я говорил, что мы готовы даже на какие-то финансовые наказания, штрафы. Также я предлагал пенальти, чтобы мы вообще без бонус-тайма драфтили, то есть 30 секунд на каждую игру вообще всего турнира. Ничего не помогло. Решение менялось многократно, еще и Ване не дали сыграть, не дождались решения Valve. Мы Valve написали письмо, есть официальный стейтмент, его можно прочитать в наших социальных сетях. При этом мы общались с Тундрой, у нас многие игроки хорошо дружат, и там что на это 33-й, что Скитер говорят, что типа, ребята, это максимально нечестно и неспортивно. Я не знаю, опять же, там это официально или нет, но игроки, по крайней мере, так написали нашим игрокам, что они чуть ли не хотели играть серию с Liquid, но им сказали, если вы не будете играть, мы вам ТП поставим, и все. То есть они сами сказали, что это не соответствует спортивному принципу, все, что происходит. Я лишь могу выразить свое личное мнение, все, что сейчас говорю, это мое личное мнение, что наказание было слишком жестким, без даже ответа Valve никто не ждал. Понятно, что идет план части и сложно выкроить время на это, но можно было, в моем мнении, дать сыграть Ване, а затем уже, если Valve будут против, тогда Ваня бы не играл. Но что есть, то есть. Я не знаю, нас немножко поддушили. Даже не знаю, что сказать чуть больше. Я не согласен с столь жестким решением. После этого проходит время, и к нам приходят админы, говорят, пойдемте поговорим. Мы приходим, и нам говорят, что наше решение неизменно, вы играете с Азурей. На что мы спрашиваем, типа, из серии, только не говорите, что мы еще играем без пьюра, потому что мы это видели. Да, вы играете без пьюра. Мы просто, я не знаю, как описать вообще все, что в этот момент с нами происходило. Это просто, просто шок. Это хвостами подраться. Пацаны разыграли.
Вот сейчас могут, вот сейчас могут. А если покупать до фармить можно? Я не знаю, Бля, вот Роман, если же может топ улететь на карте. Правильно, чтобы легион сначала. Не знаю, очень эмоциональный вчера был день. Держался как мог. Но я почувствовал реально несправедливость, потому что достаточно было наказания скинуть нас в нижнюю и дать дальше Ване играть. Потому что, не знаю, Азоре использовали баг, и все об этом знали, но им продали и как бы играть. Но это, в общем, это все очень, на самом деле, тонкий лед, и все можно опровергнуть или подтвердить наоборот, в эту мою сторону, так что, не знаю, очень сложно. Нас за один проступок наказывают дважды. То есть могли запретить Ваньку доигрывать турнир, но мы бы остались в винерах. Могли дать нам сыграть третью карту с Тундрой. Могли кинуть нас в лузера, но они сделали все вместе. То, что Ванек допустил ошибку, не спорит никто. Наша самая главная риторика вообще при любом обсуждении, при самом первом обсуждении, было то, что мы понимаем, что Ваня виноват. Но мы не считаем, что в 200-минутной игре альтап на 1,5 секунды счел хоть какую-либо информацию. Также в это не верят и наши оппоненты, которые играли против нас. Но в это верят админы. И админы считают, что вот так надо нас наказывать. То есть это все выглядит просто как публичная порка. Очень сложно настроиться на игру, когда ты вчера празднуешь выход на International, ты минимум топ-6 мажора, и ты по силам и ощущениям готов чуть ли не выиграть мажор. Мы очень хорошо играли. И все это видели, начиная с Dream League. А у нас просто вот в моменте инта нет. Поэтому сложно настроиться. А потом добивает еще новость, что Ваня не может играть. И Ваня до последнего сидел, не отключал девайс, потому что как будто не верил в происходящее. Тут трэш какой-то. Вышел, блядь, я и так могу, блядь. Наоборот, выручил. Ты чего, Хотя бы дали блядь? бой. Ты чего? Второй раз, блядь, не справил. Но опять же, он нарушил правила, никто об этом не спорит, никто не спорит. Я его не защищаю в этом плане, наоборот. Это очень, мягко говоря, непонятно, что он сделал. Но, не знаю, мы будем его все равно поддерживать, никто у нас не поругался в коллективе, у нас все хорошо. Я думаю, это такое нас только сплотит, у нас еще ряд впереди, поэтому... И только великие команды, которые становятся чемпионами, через такое все проходят. Спасибо ребятам с других команд за поддержку. Они болели за нас во время официальной игры, они поддерживали нас во время всей этой ситуации. Теперь нам осталось надеяться, что нам просто повезет, и справедливость восторжествует, и просто там квесты проиграют и не смогут занять топ-2, и мы попадем на инт, потому что я считаю, мы это заслужили этим упорным сезоном. Просто в первую очередь как команда работала над собой. Ну и мы были 2 дня назад в топ-6. 2 дня назад. А сейчас мы топ-12. И мы вылетели с турнира вчера. А сегодня уже плей-офф, на котором мы должны были играть сейчас. Но не знаю, что сказать еще. Спасибо большое вам за поддержку. Я не знаю, то, что у меня творилось в комментариях, я даже не представлял, что такое возможно. Просто весь регион просто объединился, чтобы поддержать нас, поддержать друг друга. Это супер кайф. Я просто не верил тому, что вчера происходит, и это было безумно приятно. Спасибо вам, спасибо, что поддерживаете. Болейте дальше за нас. Мы вас очень любим и очень ценим. Надеюсь, увидимся на инте.